На Сахалине я познакомилась с путешественниками, которые с восторгом рассказывали мне о своих поездках по Китаю. И там, где на каждом шагу японский след, а на каждом углу корейский ресторан, мы несколько дней говорили только о Поднебесной. Я вернулась в Москву, и начались совпадения. Дочь подруги рассказала, что в школе дружит с китаянкой. Сестра увлеклась китайской живописью. Подруга пригласила на выставку китайской каллиграфии. Новая знакомая оказалась синологом и преподавателем китайского языка. И даже крем, который я искала по магазинам корейских товаров, оказался китайским. Китай ежедневно и настойчиво напоминал мне о себе. Буддийская мудрость гласит: когда знак приходит трижды, это уже не знак, это зов. Так я получила внятный и четкий ответ на свой вопрос, с которым летом приехала на Сахалин и Курилы. А куда дальше? Дальше мне следовало ехать в Китай. Я купила билеты и объявили о безвизовом режиме между Россией и Китаем. Давно ожидаемая новость все-таки оказалась приятным сюрпризом в поездке. В Пекине я была 10 лет назад, в дождливые серые дни ноября 2015 года. Тогда он мне показался загадочным и колоритным. Спустя десятилетия столица Поднебесной встретила теплым осенним солнцем и уютной тишиной. Чуть позже, через Чэнду и Шанхай, я добралась до Ханчжоу. Причем добралась с той же сумкой, с которой 10 лет назад впервые посетила Китай. Видимо, не только я хотела вернуться, но и сумка. А вообще, я люблю, когда вещи служат долго. Маркетологи пишут: Ханчжоу – это город поэтов, философов и туманов. Забегая вперед, скажу, что ни поэтов, ни философов я здесь не встретила, а вот туман был. Город окружен горами и украшен таинственным озером Сиху. По численности населения Ханчжоу без малого равен Москве. Сами китайцы называют этот мегаполис раем на земле. В моем представлении рай все же выглядит иначе, но я не могу не согласиться, что Ханчжоу действительно красив и живописен. Чтобы посмотреть на туман на озере Сиху, я полностью поменяла свой план поездок. Признаться честно, до ноября 2025 года я и не знала о существовании этого озера, и даже подумать не могла, что наберу смелости составить сложный маршрут по незнакомой стране ради того, чтобы его увидеть. Но оно того стоит. В тумане, в его философском значении, я иду уже давно, как ежик из советского мультфильма Юрия Норштейна. Гуляя в Ханчжоу, я почему-то вспомнила ежика в тумане. Сюжет мультфильма по-детски прост. Ежик идет к своему другу-медвежонку. Один, в тумане страшного ночного леса. Он сбивается с пути, сталкивается с непонятным пугающим, но, преодолев страх, приходит к другу. В детстве я совсем не понимала этот мультик. Когда ты еще ребенок, то едва ли можешь ассоциировать себя с ежиком. Идти одному ночью в тумане – не детское развлечение. А когда ты уже взрослый, то понимаешь, и что значит идти одному, и что значит идти в тумане. Время суток уже не играет особой роли. Так простой детский мультфильм оказывается философской притчей, которая с возрастом только раскрывает глубину своего сюжета. У озера Сиху я не задавала себе вопросы, зачем я внезапно приехала именно сюда, что я ищу среди непонятных символов другой культуры. Это все не важно. Я задавала этому месту другие вопросы. Юрий Норштейн говорил, что его мультфильм связан с темой веры. Ежик, потеряв ориентиры в пути, не сдается. Он доверяет миру, и его доверие есть его компас.
Доверяю ли я своему пути в тумане? Был мой первый вопрос к этому месту. Ответить на него действительно трудно, особенно когда весь мир погрузился в туман времени перемен. Мне лишь остается верить в то, что мой путь имеет какой-то смысл. Второй мой вопрос Ханчжоу звучал так. Можно ли найти дом вдали от дома? Ответ на него пришел действительно удивительный. В один из последних дней декабря я вышла из отеля, чтобы выпить кофе в золотых лучах после обеденного солнца. Кафе оказалось в культурном центре, где проходила выставка фотографов-путешественников под названием «Дом, найденный вдали от дома». На выставке были собраны работы фотографов, которые посетили самые отдаленные уголки нашей планеты, везде находя то, что в сердце и душе каждого отзывается чувством дома. Вот так оригинально я получила ответ на свой вопрос. Найти дом вдали от дома можно, он будет уютным и теплым, но он будет другим. В своем рассказе про остров Шикотан я записала, что путешествие – это диалог с собой, судьбой и миром. И я действительно в это верю. Если задавать вопросы и внимательно наблюдать за миром, то ответы приходят. Возможно, это и есть проявление веры. Для меня в путешествии совершенно не важно, понравилась ли мне природа или погода. Важен вопрос, который я задала, и ответ, который получила. Важна ассоциация с этим местом, которая пришла в голову в момент путешествия, и послевкусие, которое осталось. Так мне запоминаются моменты моей жизни. Так они приобретают смысл, пусть и понятный только для меня. Это место оставило послевкусие домашнего уюта в чужой незнакомой стране. Ассоциация тумана в Ханчжоу с мультфильмом «Ежик в тумане» как отражение моего состояния в моменте пришла ко мне безошибочно, напомнив встречу, произошедшую несколько лет назад. Тогда, отстояв длинную очередь на книжной ярмарке в Москве, я купила книгу «Ежик в тумане» с автографом мультипликатора Юрия Норштейна. Пересмотрев мультфильм взрослым взглядом, я поняла, как глубоко он отражается в моей жизни. Спустя время, очень далеко от Москвы, где-то в Ханчжоу на озере Сиху, мне на мгновение показалось, что туман моей жизни скоро рассеется и придет ясность момента. Пускай река сама несет меня, решил ежик, как мог глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению.